Как только я топну ногой, здесь, в Вашингтоне, так сразу Путин закончит войну на Украине. Именно так считает и ведет себя Дональд Трамп, говоря о сделке с Россией. До выборов Дональд Трамп высказывался, что вернет мир в Украине за сутки. Поэтому многие люди верили и продолжают в это верить, вот уже после его инаугурации. И надо признаться, я тоже в это верил до ноября, но после того, как посмотрел 2 его полных интервью, мое мнение изменилось, а глаза открылись для ясности и реализма. Надо сказать, я хотел высказать свое мнение о Дональде Трампе как и миротворца и завершителя войны на Украине еще в конце ноября. Но постоянно откладывал и еще на 1% надеялся на надежду. Но все же решил выразить свое мнение после официального вступления в должность Трампа. Теперь я считаю, что все это иллюзия. И то, как Трамп вел себя до и после выборов, если учитывать все его высказывания и пассажи, а также не забывать, что он просто делец, торговец, предприниматель, то, по моему мнению, его методами, как это любят называть американцы, сделки, будут простые экономические угрозы, шантажи и действия. И поэтому Дональд Трамп будет действовать и договариваться с Россией и Путиным. Как черный риэлтор, и все мероприятия, подготовленные Дональдом Трампом, проявятся как банальный рейдерский захват, и именно такую попытку будет осуществлять вновь избранный президент Америки. Но, а на стороне Украины, Трамп просто заставит украинцев заплатить землей, населением и всеми богатствами природы. Все это для меня подтверждают высказывания Трампа, плюс нахрапистое желание Трампа купить Гренландию и насильственное сватовство Канады. Хотя совсем не только эти факты. Например, уже после вступления в должность при подписании указов, Трамп высказал мнение и желание, что хочет купить долю акций в TikTok, и вероятнее всего речь идет о 50 или даже о 51% акций компании. Он сказал, что это будет хорошая сделка. А если Китай не согласится на сделку, то он, Трамп, будет считать это агрессией. TikTok принадлежит пекинской, китайской компании ByteDance. Другими словами Трампа и американских политиков, отказ от продажи акций TikTok – это агрессия Китая по отношению к США. А вот войска НАТО вблизи российских границ и ее союзников, а также поставки американского оружия на Украину – это защита демократии и интересов Америки. Добавлю сюда еще высказывание Трампа наложить тарифы, поборы на страны, которые будут оказываться от доллара, как от мировой платежной валюты. А также явное желание и откровенные косвенные высказывания развалить, разрушить БРИКС. Не буду здесь приводить оригиналы видео этих высказываний Трампа, кто это захочет, найдет все сам или увидит эту информацию с течением времени. Могу сказать одно, что Дональд Трамп ведет себя как обычный напыщенный, зазнавшийся американец-политик, считающий, что Америка – это вершина эволюции, а все остальные рабы и должны покорно низко кланяться. Просто оружие Трампа – это деньги. А еще Дональд Трамп ведет себя как подросток в пубертатный период и постоянно меряется с Владимиром Путиным косинусом. Пардон за мой французский, не буду здесь приводить анатомические слова, и думаю, каждый сам догадается, каким косинусом меряется с Россией и Владимиром Путиным Дональд Трамп. Сторонникам и поклонникам Дональда Трампа просто хочу сказать: не надо кидаться в меня помидорами, тапками, сарказмом и сквернословием. Это просто мое мнение, в котором я могу быть прав, а могу заблуждаться. Просто время все покажет. Ну или продолжайте слушать самых засекреченных инсайдеров и хайповатых блогеров. Всем пока-пока.